Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Страны ОПЕК+, рассмотрели и приняли увеличение нефтедобычи на 411 тысяч баррелей в сутки уже в июле. Александр, что такое интересное происходит? ОПЕК только-только вот недавно жаловался о том, что прибыля-то падают, нефть дешевеет, да и российский бюджет много-много нефтедолларов не досчитался. А в чем смысл-то увеличивать добычу нефти? Это решили взять количеством над ценой или тут какой-то хитрый план? Если верить некоторым нашим чудесным изданиям, которые перепечатывают некоторые не наши чудесные издания, не менее чудесные издания, то все задумано ради того, чтобы наказать Казахстан. Вот, мол, Казахстан не выполняет взятые на себя обязательства по добыче, перевыполняет, демонстрирует перепроизводство относительно взятых на себя обязательств, говорит, что не может сократить добычу. Вот мы сейчас увеличим добычу, все вместе обрушим цены, и тогда Казахстан узнает, каково это, когда добычу увеличивают все, и что это, когда цены падают. Есть такая версия. А есть версия, что Саудовская Аравия хочет понравиться Дональду Трампу. Что вот Дональд Трамп говорил, что нефть будет дешевой, долларов 40. Потом его министр энергетики, после того, как Дональда Трампа избрали, у него образовался министр энергетики, который сказал: ребята, целевой показатель $50 за баррель. Это вот то, к чему мы стремимся. Правда, потом он дезавуировал свое заявление, но тем не менее, знаете, есть некий такой, такое впечатление, что вот Дональд Трамп хочет дешевую нефть. И действительно, Дональд Трамп хочет дешевую нефть, по крайней мере, если верить его заявлениям, и если обращать внимание на то, как Министерство энергетики, на то, как другие профильные службы в Соединенных Штатах подчеркивают, что, ребята, дорогие наши простые американцы, кто голосовал за Трампа, кто не голосовал за Трампа, обратите внимание, цена бензина снизилась до многолетних минимумов, которые не наблюдались при отвратительном Байдене, потому что Байден вел себя неправильно. Вот Трамп ведет себя правильно, он делает все хорошо, и бензин дешевеет. То есть Саудовская Аравия разгоняет сейчас производство, чтобы снизить цены и понравиться Дональду Трампу. Есть версия, что ОПЕК плюс воюет с американскими слонцевиками и, увеличивая добычу, приводит к тому, что цены падают, а добыча в среднем в рамках ОПЕК плюс стоит дешевле, чем в Соединенных Штатах. И вот сейчас в Соединенных Штатах начались проблемы из-за действия ОПЕК+, а так как начались проблемы в Соединенных Штатах, то поставки из Соединенных Штатов будут падать, и вот сейчас низкие цены ОПЕК+ поддержат, накажет американцев, а потом, когда добыча у них упадет, все, можно будет потому что можно будет поставлять все эти объемы, которые вы задумали поставить на рынок, и цены при этом увеличатся, потому что там объемы упадут, предложение сократится, вы, да, дополнительные объемы вбросили, но так как предложение с той стороны сократилось, то наступит баланс между спросом и предложением, цены вырастут, и тут вы компенсируете все свои затраты. Вот такие вы хитрые, вот такие вы молодцы. Итак, 3 основных версии, давайте еще раз. Наказывают Казахстан, хотят понравиться Трампу, не хотят понравиться Трампу. Вам какая версия нравится больше? Напишите в комментариях, вот какая из этих 3 могучих рабочих версий, которые активно повторяются у нас в некоторых телеграм-каналах и в некоторых СМИ в качестве глубокой аналитики. На полном серьезе, я сейчас вообще не шучу. Так вот, какая из этих чудесных версий вам нравится больше всего? Напишите. Пока мы выдвинем свою невероятную, просто поразительную версию. Готовьтесь, сейчас срываем покровы. Для того, чтобы сорвать покровы, я сейчас поступлю просто подло. Вот знаете, вот просто подло, мерзко, возможно, даже отвратительно. А именно, я процитирую, что по этому поводу говорят в ОПЕК. Ну, я понимаю, это абсурд. При обсуждении решения ОПЕК+, цитировать
мнение ОПЕК+. Надо цитировать Bloomberg, надо цитировать Financial Times, возможно, Reuters. Но цитировать ОПЕК? Вы что, с ума сошли? Кто вообще таким занимается? Как тут вообще выдавать то, что вы пишете, за глубокую аналитику, если вы просто берете и цитируете ОПЕК? Нет, так не работает. Поэтому мы поступим сейчас очень подло, очень гадко и позволим себе небольшую цитату. Итак, в связи с устойчивым положением мировой экономики и благоприятной ситуацией на рынке, о чем свидетельствует низкий уровень коммерческих запасов нефти, там написано просто запасов нефти, но имеется в виду коммерческие запасы. Я бы на месте коллег из ОПЕК все-таки писал слово коммерческих запасов, чтобы люди, которые просто читают ваши сообщения, не впадали в прострацию, как низкие запасы нефти, куда делись запасы нефти, коммерческие запасы имеются в виду. А также в соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, до избрания, точнее, до того, как Дональд Трамп вступил в должность. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. А если вспомнить, что решение о росте добычи, точнее восстановлении добычи ОПЕК было принято до президентских выборов в Соединенных Штатах, и основные параметры, заложенные тогда, только сдвигались по времени, но по духу сохранились на том же уровне, который был принят до президентских выборов в США. Я бы сказал, что вот на этом фоне версия о том, что кто-то хочет понравиться Дональду Трампу, трещит по швам. Но что вы, мы ж не претендуем на глубокую аналитику уровня Bloomberg и людей, которые Bloomberg пересказывают. Иногда даже пересказывают своими словами, что вообще очень похвально. Но это не обязательно, дорогие друзья. Вы можете просто цитировать Bloomberg, говорить по нашему мнению и цитируйте Bloomberg. Это работает. Я проверял. У многих проверял. У них работает. Извините за это отступление. Возвращаемся к цитате. Решением, принятым 5 декабря 2024 года о постепенном и гибком возврате к добровольной корректировке добычи в размере 2,2 миллионов баррелей в сутки, начиная с 1 апреля 2025 года, 8 стран-участниц ОПЕК+, в июле 2025 года осуществят корректировку добычи в размере 411 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем добычи в июне 2025 года. Вот. Такая цитата. Итак, почему они увеличивают добычу? Потому что в связи с устойчивым положением мировой экономики и благоприятной ситуацией на рынке. Но как? Скажет наш пытливый зритель. Где это устойчивое положение мировой экономики? Все ведь говорят, что не сегодня-завтра все навернется. Да, все говорят, что не сегодня-завтра все навернется. Поэтому ОПЕК+ пишут, что, ребят, если что, мы планы скорректируем. Просто конкретно сейчас все крики о том, что «Боже мой, торговая война, все, мир летит в труху, все, кошмар, ужас». Ну, мы в циферках этого всего не видим. Вот мы с глубочайшим уважением к вашим представлениям о прекрасном, что все плохо, что не сегодня-завтра все навернется. Но вот пока все не навернулось, людям нужна нефть. А летом людям нужно больше нефти, чем зимой. И мало того, что у вас, в принципе, спрос на нефть продолжает расти, у вас еще возникает сезонный фактор, когда летом нефти надо больше, чем зимой. По прогнозу, из которого исходит ОПЕК+. Прогноз, опубликованный в мае на сайте ОПЕК, в мае 2025 года на сайте ОПЕК. Так вот, по прогнозу, из которого исходит ОПЕК+, в третьем квартале 2025 года потребление нефти в мире по отношению ко второму кварталу 2025 года увеличится на 1,1 миллиона баррелей в сутки. Возможно, этот прогноз себя не оправдает. Но еще раз, ОПЕК+ прямо прописывают в своем сообщении, что, мол, ребят, спокойно, мы в полном адеквате, мы следим за ситуацией. Если ситуация изменится, нам говорят, что все навернется, пока не наворачивается, но если все навернется, мы планы скорректируем. Но пока нефти, вот мы видим, что нефти надо будет больше. Ее не хватает, коммерческие запасы низкие.
Поэтому чего нам ждать? Вот мы будем увеличивать добычу. Когда? В июле. Ну, мы в мае ее увеличили сверх ранее предполагавшихся уровней. Увеличим в июне. Собственно говоря, вот сейчас начнется увеличение. И увеличим в июле. И в итоге получится 3 месяца подряд увеличение на 411 тысяч баррелей в сутки. То есть вот этот уровень, который сейчас ОПЕК плюс наметили на июль, уровень производства, подразумевался, первоначально планировался на январь 26 года. Ну, постоянные читатели моего персонального телеграм-канала «Нефтегазовая игра» уже в курсе. Я там даже табличку вот эту вот сводил вместе и показывал, где чего. Так вот, они увидели окно возможностей. Они увидели, что прогнозы о росте добычи в Штатах и за пределами ОПЕК плюс в целом себя не оправдывают. Коммерческие запасы на низком уровне, потребление сыпаться не спешит, потому что, ну, торговая война торговой войной, ну, тут, знаете, мы вводим санкции, но потом, давайте сначала договоримся. И как бы люди начинают переговариваться. Я страшно скажу, даже, понимаете, по итогам апреля, после всех ужасов торгового противостояния с Соединенными Штатами, в Европейском Союзе немножечко выросли продажи автомобилей. Это у них важный маркер ситуации в экономике. Как только там начинается паника, тут же, знаете, с продажами становится все плохо. Вот плохо было в январе, феврале, марте. А в апреле люди так огляделись вокруг и чуть-чуть, но больше купили, чем в апреле прошлого года. Вот. Означает ли, вот, ну, к чему этот был пример с автомобилями? Вот если бы производители считали, что дальше все будет сыпаться и начали меньше производить, а тут, понимаете, выросли продажи, но вы бы оказались в очень странном положении, когда к вам приходят и говорят: ребят, нужны новые машины, давайте еще. А вы такие: нет-нет, мы читаем Bloomberg, все сыпется, все очень плохо, особенно плохо у Китая. Ой, у Китая все так плохо. Правда, почему-то Китай демонстрирует лучшие показатели по потреблению энергоносителей, чем ему прогнозировали, но это временное явление. Вот сейчас, это, кстати, я вот сейчас даже не шучу, в одной из чудесных статей, которые я читал, там была мысль, что, вы знаете, потребление электрической энергии в Китае оказалось выше, чем мы предполагали ранее, но просто пока эффект санкций введенных, вот этих вот тарифов, вот этих пошлин, он не начал сказываться на китайской экономике, мы считаем, что эффект будет оказываться где-то вот в конце лета, в начале осени, и вот тогда вы все увидите. Да, мы все увидим, дорогие друзья, мы все, я уверен, увидим. Вот, то есть под все крики ситуация в мировой экономике оказывается лучше, чем предполагалось. А ОПЕК плюс, исходящий, из циферок, из того, сколько добывается, сколько потребляется, и исходящий из той динамики, которая в данный момент прослеживается, говорят: ребята, а что нам сдерживаться? То есть кому мы этот вот рынок отдаем? Мы же дефицит можем вызвать. Давайте увеличим добычу. Кроме того, если мы сейчас увеличиваем добычу, вот у нас есть должники, которые в рамках добровольного сокращения добычи, добровольно взятого на себя сокращения добычи, я третий раз, извините, если позволите, подчеркну, добровольно взятого на себя сокращения добычи, так вот, вот эти вот все страны немножечко больше произвели нефти. Ну вот мы сейчас увеличиваем вот эти квоты в рамках добровольного сокращения. Вы попридержите коней чуть подольше, вот на текущем уровне. Да, вы производите больше, чем предполагалось, скажем, в январе, но вы сейчас производите меньше, чем вам можно производить в июне. Оставьте на этом уровне. И ваши долги, спишутся довольно быстро. Вот еще одна причина, почему ОПЕК плюс в данных условиях увеличивает производство. А чего же все паникуют? То есть, если посмотреть на цены, то просто сразу, как только это решение было опубликовано, котировки полетели вниз. Вообще без каких-то попыток. Ребят, куда мы летим? Вниз летим. Все. Просто прямая линия, так, без каких-то колебаний. А чего случилось-то? Почему? Давайте на этот вопрос у меня тоже есть ответ. Я его даже зачитаю, если позволите. Если позволите, я сейчас зачитаю. Итак, Международное энергетическое агентство.
Рост мирового спроса на нефть замедлится с 990 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2025 года до 650 тысяч баррелей в сутки в оставшейся части года из-за экономических трудностей и рекордных продаж электромобилей. Что вы, про электромобили забыли? Тут, понимаете, ко всем неприятностям, ко всем вот торговым войнам, ко всяким тарифам, пошлинам и прочему, к Трампу еще и электромобили. Не надо их забывать. Международное энергетическое агентство настаивает. Рост спроса составит в среднем 740 тысяч баррелей в сутки в 2025 году и 760 тысяч баррелей в сутки в 2026 году, несмотря на ускоряющееся снижение в странах ОЭСР на 120 тысяч баррелей в сутки и 240 тысяч баррелей в сутки соответственно. Что это я только что прочитал? К чему это было? Это прогноз, то есть вот есть прогноз ОПЕК, который публикуется каждый месяц, ну, с уточнениями, корректировками, а есть прогноз МЭА, Международного энергетического агентства. Так вот, МЭА повсюду сеет панику, как минимум с ноября 2023 года, о том, что скоро будет избыток предложения, скоро все будет очень плохо. Особенно будет очень плохо у Китая, у которого будет очень плохо все с экономикой. Так, все еще неплохо с экономикой, но вот в следующий раз точно будет плохо с экономикой. Вот прям поверьте. И потребление энергоносителей будет сокращаться. Темпы роста будут замедляться. Потому что, смотрите, Трамп, тарифы, ну, в смысле пошлины, электромобили, столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Особенно электромобили, согласитесь, они оказывают существенное воздействие на потребление нефти, ну, если верить Международному энергетическому агентству. В конце десятых оно писало, что вот-вот сейчас электромобили будут вымывать с мирового рынка 2 миллиона баррелей в сутки спроса на нефть. То есть больше продаж электромобилей, меньше потребления бензина. Вот такая логика. Сейчас они пишут, что 1 миллион 300 тысяч вот сократилось от возможного потребления нефти. Электромобили сократили вот этот спрос за счет того, что вот они такие молодцы, и бензином их заправлять не надо. Не надо? Точно не надо. Сейчас об этом скажу под конец. Так вот, сократили на 1,3 миллиона баррелей в сутки. 2 миллиона 1,3. Мне кажется, вот примерно вот кто-то скажет, да разница небольшая, но извините, у них прогноз роста примерно вот такого размера, как разница между 1,3 и 2. Вот у них прогноз роста спроса 740 тысяч, ну то есть 0,74 миллиона баррелей в сутки. Так, для понимания масштабов. Но, понимаете, примерно 40% продаваемых электромобилей – это заряжаемые гибриды. А они, как бы так помягче выразиться, их заправляют бензином. Да, их можно заряжать, их заряжают. Но в том числе заправляют бензином. И они на бензинчике катаются. И, ну, судя по отзывам владельцев, там не сказать, чтобы какая-то феноменальная экономия относительно автомобиля такой же просто такого же класса, такой же массы, по сравнению с автомобилем, ну, обычным бензиновым. То есть, ну, примерно столько же он будет расходовать. Да, скорее всего, чуть меньше, но все-таки сопоставимые объемы идут. Поэтому вот есть МЭА, которая кричит: ребята, все будет плохо, мы вам точно говорим. Есть ОПЕК, которые говорят: ну вот мы посмотрели, посчитали, нет. Что-то как-то эти истерички там не правы. Нет, может быть, они в какой-то момент будут правы. Мы не сбрасываем такую вероятность со счетов. Но на этот случай мы, дорогие друзья, все нормально, мы скорректируем свои планы. Но пока поводов для этого нет. Пока мы собираемся ускоренными темпами добычу увеличивать. Не потому, что мы кого-то наказываем, не потому, что хотим кому-то понравиться, не потому, что наоборот мы с кем-то боремся, а потому что спрос есть на эту нефть. Ну а то, что цены падают, ну извините, не все ведут себя рационально, и не вся нефть стоит столько, сколько она должна стоить. На сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Да, дорогие друзья, на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра», пожалуйста, подпишитесь. И на телеграм-канал «Инфотек». Будьте так любезны. На сегодня все. Всего хорошего.